Всем привет! В прошлом видео я рассказывала вам, в какие неловкие ситуации попадаю из-за своего низкого роста. А в этом видео я расскажу вам, как меня спутали с несовершеннолетней. И да, эта история будет о педофиле. Я немного соврала, сказав, что эта история будет о педофиле. На самом деле, это будет история о двух педофилах. Два по цене одного, ребята, почему бы и да? Прежде всего, надо рассказать о действующих лицах, так как объектом интереса в этой странной истории была не только я, но и моя младшая сестра Ася. Она младше меня на целых 3,5 года. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы выглядим как настоящие близняшки. Мы с ней одного роста, похожие прически, даже голос одинаковый. Только вот мы видим разницу между нами, когда другие нет. Но приглядитесь внимательно, разница же налицо. Хочу отметить, что на момент событий младшей сестре уже было 18 лет, так что чисто технически ничего криминального в этих историях нет. В тот злополучный день я поехала встречать сестру в аэропорт. Я приехала немного заранее, поэтому стояла без дела в зале встречающих и копалась в телефоне. И как это обычно бывает, я ничего не замечала вокруг, пока не услышала голос сбоку. Ой, какие интересные у тебя картинки. Рядом стоял мужчина, лет под 50. Из-под шапки которого виднелись редкие волосы с проседью, а во рту у него не хватало зубов. Я испугалась еще больше и просто старалась игнорировать его попытки завязать со мной беседу. Но из вежливости я иногда мычала ему в ответ или просто кивала головой. Я еще сильнее уткнулась в телефон, желая как будто прикрыться им. И в какой-то момент из-за высоко поднятой руки этот мужчина заметил мое обручальное кольцо, что привело к странному и короткому диалогу. Ты что, уже замужем? Ну да. И сколько же тебе лет? Мне уже 24. Оу. А я думал, тебе 16. Что это сейчас было? Он просто развернулся и ушел. Даже ничего не сказал на прощание. Я просто не знала, как на такое реагировать. Оскорбиться, разозлиться или почувствовать облегчение от минувшей беды. Во всяком случае, у меня есть подозрение, что этого мужчину интересовал только мой возраст несовершеннолетний. И пока я переживала всю эту бурю эмоций, прозвучало сообщение о прилете ожидаемого самолета. В зале приема багажа было людно, но это не помешало мне быстро найти сестру в толпе. Однако меня насторожило, что рядом с ней стоял какой-то незнакомый мужчина. Ася тут же заметила меня и спешно подбежала, оставив собеседника далеко позади. Я только помню, что она испуганно прошептала мне: «Люда, этот мужик от меня не отстает, надо быстрее уехать отсюда». Но мы не могли просто так уехать без багажа, поэтому мы петляли в толпе и караулили багажную ленту взглядом. А в это время сестра успела рассказать мне об этом странном человеке. Он начал преследовать ее еще с момента посадки на самолет. Они встретились у стойки регистрации, а наша мама спросила у него, что не могли бы они записаться вместе, если вдруг у Аси будет перегруз багажа. На что он ответил согласием. Однако перегрузки не было, и сестренка спокойно пошла на посадку самостоятельно. В самолете она заняла место у окна. Рядом разместились другие пассажиры. Все было нормально. Но тут к ним подходит тот самый мужчина и просит рядом сидящего с Асей парня поменяться с ним местами. Аргументом к такому поступку была фраза: Мама девочки попросила присмотреть за ребенком во время полета. И тот парень согласился. Наверное, сестра была в таком шоке от происходящего, что не знала, как на такое реагировать. Этот преследователь тоже выглядел под 50, с лысиной на макушке, в зубах блестели золотые коронки, а изо рта пахло гнилью. Они летели так 4 часа, и он задавал ей странные вопросы. А ты целовалась на морозе? А когда мы прилетим, куда ты поедешь? Давай скинемся на такси. Я снял номер в отеле почти в центре города. Они беседовали в течение всего полета. Сестра помнит эти часы как в тумане, и многое, о чем они говорили, она уже забыла. Но этой информации мне хватило, чтобы понять, что нам нужно бежать, и быстро. Нам повезло быстро получить багаж и прямиком направиться к выходу. Но тут нам дорогу перегородил тот самый странный мужчина. Он обвел нас взглядом, и на лице у него отразилась радостная улыбка. Ну что, девочки, поехали? Я уже вызвал такси. Расскажите, где вы живете по дороге. Но сначала поедем ко мне. Запахло жареным. Я не на шутку испугалась. Моя сестра была в каком-то странном отстраненном состоянии. Я схватила ее и багаж, и уходя сказала тому мужчине, что такси уже нас ждет, и мы опаздываем. Благо, что он еще не получил багаж и был вынужден еще находиться в том накопителе. А мы благополучно выбрались из здания аэропорта и сели в такси.
Больше мы того странного мужчину не видели. Какая здесь мораль? Девочки, ну, мальчики тоже, будьте всегда осторожны. В этом мире много разных людей, как хороших, так и злых. Лучше ожидать худшего и не терять бдительности. Не доверяйте незнакомцам и ни в коем случае не шутите с ними. Помню, в юности считала себя очень храброй и дерзкой силачкой. Все время в голове прокручивала сценарий, где с легкостью отбиваюсь от маньяка разными секретными ударами. Пока однажды на меня не напал настоящий гопник. И этот случай перевернул все мои представления о мире. Но об этой истории я расскажу вам в отдельном видео. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, что видео вас не сильно напугало. Очень хочется верить, что мой пережитый опыт окажется кому-нибудь действительно полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Вы также можете поучаствовать в вопросе в моей группе ВК насчет следующих тем для анимаций. Сейчас лидируют такие темы, как нападение гопника, операция без наркоза, поход в гей-клуб, потерялась в чужой стране и как я попала в аниме. Также я хочу выразить особую благодарность Акру за помощь в озвучке педофилов. Все ссылочки я оставлю в описании. Пользуясь случаем, хочу рассказать о новой рубрике в конце видео, где я буду рекомендовать вам контент одного из представителей группы псевдоаниматоров. И сегодня я порекомендую вам канал моего хорошего друга и соратника Маска Влада Анимейшн. Его анимации обладают особым шармом, который, возможно, может вас шокировать. Поэтому не рекомендую переходить по ссылке беременным нервным детям.